Всем привет! Ну вот посмотрела еще один исторический сериал «Алые сердца Корё», 2016 год, 20 серий. Сценарий Чо Юн Йон по китайской новелле. Режиссер Ким Гют Хэ. В главных ролях Ли Джун Ги и Ли Джи Ин. В сериале отображена эпоха Корё 935-1392. Наиболее известны достижения государства: гончарное искусство Корё и трипитака Кориана. Буддийский канон трипитака, вырезанный на десятках тысяч деревянных досок. В Корё в 1234 году была создана первая в мире металлическая печатная матрица. Вкратце сюжет. Девушка из современного мира, спасая мальчика, бросается в воду и вроде как тонет, но выныривает в эпохе Корё. И вот все, что с ней происходит в Корё на протяжении 20 серий, вы будете наблюдать. Море слез обеспечено, особенно в финале любовный треугольник, козни, интриги, борьба за трон, отравление. В общем, не соскучишься. В обзоре на Бали я сказала, что не повезло кому-то с бедными родителями. А посмотрев «Алые сердца», подумала, что богатые родители в стародревние времена – это тоже везение сомнительное. С одной стороны, у императора многоженства было вынужденной мерой для укрепления власти новыми кланами. Но большое количество детей порождало такую страшную борьбу за трон. Власть и деньги – страшное дело. Ради них брат на брата, сын на отца, отец на сына. И вот посреди этого ада появляется девушка, которую не интересует ни власть, ни деньги, которая возмущена наказанием рабов, и не только рабов, избиениями и унижениями. Давайте попытаемся чуть подробнее вникнуть в сюжет. Итак, эпоха Корё. На троне сидит Тэджу Ван Гон. Ван – это титул. У него 17 сыновей. Я вычитала в интернете. В фильме упоминаются только некоторые. Номер 1 – Ван Му. Наследный принц, первый в очереди на трон после смерти короля. Болен дерматитом, в диагнозе, может, ошибаюсь, безвольный, но хороший человек. Номер 3 – Ван Йо. Яростно рвался к престолу. После смерти императора, вопреки его воле, хотел с помощью мятежа занять престол, но в поединке с номером 4 раненый упал с обрыва, но каким-то образом вышел и пришел с войском во дворец и занял трон. Зачем он вырезал клан, которому принадлежал номер 10, и убил самого номер 10 жены, мне непонятно. Вроде номер 10 был молодой и к престолу совсем не рвался. И даже когда тот собирался его убивать, он говорит: не убивай, мы уедем из Корё и никогда не вернемся. Позже, после убийства, эти слова все время слышались и помогли номеру 3 съехать с катушек. Когда мать в очередной раз пропихивает номеру 3 идею, что младшего родного брата Джона надо бы сделать наследным принцем, номер 3 спрашивает у нее: «Кого вы видите во мне, сына или кабана, принесенного в жертву в обмен на трон?» Номер 4 Ван Со. В детстве мать поранила его, когда хотела убить, если муж снова женится. Его отдали на усыновление другому государству в качестве гаранта мира. Повзрослев, он вернулся во дворец, но мать, вроде родная, ненавидела его лютой ненавистью. Сей факт остался для меня загадкой. Значит, принцы под номерами 3, 4, 14. Родные братья и по матери, и по отцу. Когда внезапно стало плохо номеру 3, который тогда уже был императором, придворные предлагают номеру 4 занять трон. Он раздумывает, и Хесу спрашивает его: «Вы хотите занять трон?» Он отвечает: «Да. Я думаю, мир изменится, если изменится правящий». Ван Со любит Хесу, но вынужден был жениться на сестренке номер 8. В противном случае на сестренке номера 8. В противном случае его трон пошатнулся бы. Да, все могут короли, кроме женитьбы по любви. А теперь рассмотрим фигуру Ван Со как историческую фигуру. Он принял ряд законов, направленных на централизацию государственного управления. Один из них, принятый в 956 году, был освобождение рабов. Во время конфликтов между различными воюющими кланами многих захваченных людей переводили в ранг ноби, и они были вынуждены работать в качестве рабов на своих захватчиков. Ван Со восстановил тех, кто был несправедливо низложен до простолюдинов, тем самым король ослабил власть поместья и увеличил налоговые поступления. Рабы не должны платить, а крестьяне должны. В 958 году Ван Со инициировал систему экзаменов для госслужбы, чтобы выбор правительственных чиновников происходил из числа наиболее талантливых и умных кандидатов, независимо от социального статуса или происхождения. Ранее правительственные назначения делались на основе социального статуса, семейных связей и расположения, а не по заслугам, что позволило многим некомпетентным людям занять лидирующие позиции и навязать классовую систему. Принцип экзаменов на госслужбу после этого продолжали использовать следующие 900 лет до 1894 года. Теперь вернемся к фильму. Принцы под номерами 2, 5, 6, 7, 11, 12 не упоминаются, если я внимательно смотрела. Теперь принц под 8 номером Ван Ук, одна из центральных фигур. Хесу жила в доме 8 номера, так как он был женат на двоюродной сестре Хесу.
Жена была больна туберкулезом и вскоре умерла. Хису ему нравилось, но все им что-то или кто-то мешал жениться. Подлейший тип. Предал пару раз Хису, а потом твердил ей про любовь, травил номера 1, когда тот уже был императором, ртутью, чтобы занять трон. Чтобы укрепить позиции своей семьи, выдал замуж свою сестру за номера 4, когда тот стал императором. Но когда правда открылась про отравление и прочие козни, его изгнали из дворца. Вот я не могу понять, что хорошего в этом троне. Или тебя отравят, или ты всех отравишь. Страх, что на твою страну нападут, постоянная головная боль, то элита чем-то недовольна, то рабы восстают. Да от таких фобий и свихнуться недолго. Еще мне было непонятно, почему сестра 8-го принца предлагала многим себя в жены. Они же родные по отцу. В то время как мне родители рассказывали, что внутриродовые браки запрещены. Например, фамилия Ким имеет несколько родов кланов. При знакомстве парня и девушки до сих пор все спрашивают, к какому клану принадлежишь. И если к одному, они не смогут жениться, так как считаются родственниками. Главная героиня Хису вела себя неадекватно, по-моему. То любила номер 8, потом непонятное чувство к номеру 4. Он ей предлагает выйти замуж и уехать. Она артачится. Потом, видимо, ему все это надоело, он порвал с ней и уехал. И после этого она вдруг полюбила его. Принца номер 9, Ван Вон, был на стороне номер 3. Но его так вскользь упоминают, после смерти которого продолжал строить козни под руководством номера 8. И в конце концов был приговорен к смерти. Номер 10, Ван Ин. Его заставляют жениться на дочке генерала, а он влюблен в Хэсу. Ну, как говорится, стерпится, слюбится. И когда они будут вынуждены бежать из Корёта, как их хочет убить номер 3, он не бросает свою жену в опасности, а остается вместе с ней. При этом говорят, для нее я лучше, как я могу ее бросить? На сцене, когда номер 10 ранен стрелами номера 3 императора, просит номер 4 убить его мечом, чтобы не мучиться, и тот исполняет его просьбу. Сцена просто душераздирающая. Я рыдала. И все это сопровождается нежным женским вокалом, что делает и без того драматическую ситуацию просто пиковой. Так, номер 13, БК, Ван Ю, полюбил девушку из государства Пэкче, которая, мстя за смерть родителей, пришла во дворец, чтобы убить императора отца. И позже по заданию номера 3 императора следила в том числе и за номером 13, который ни о чем не догадывался, и предлагал ей выйти замуж. Ее замучила совесть, и она прыгнула с крыши. Номер 14, Ван Джон, родной брат принцев под номерами 4 и 3. Сначала поддерживал номера 4, но после смерти номера 3 заподозрил номер 4 в измене и в незаконном завладении трона, за что и был сослан номером 4 в глухомань. Номер 14 предлагает Хэсу брак и защиту. И вот они вместе уезжают. Вскоре она родила девочку от номера 4 и умерла. Сей факт скрыли ото всех. Ну, имеется в виду рождение ребенка. Перед смертью она писала письма номеру 4, хотела увидеться, но номер 4 не читал их, так вышло. Ван Со в финале вспоминает, как они с Хэсу гуляли по парку и говорит: последние слова императора: «Жизнь скоротечна, хрупка и напрасна». Я не согласен. Мы же вместе. Как она может быть напрасной? Он тогда не знал, что им не суждено быть вместе. И уже почти в финале Ван Со встретил девочку лет 5, гуляющей с отцом, принцем номер 14. Она бежала и врезалась в него, почти как мать когда-то врезалась в номер 4. И по заколке и по возрасту он понял, что она его дочь. И он говорит принцу под номером 14, что с этой минуты ссылка закончилась, и он должен переехать во дворец. После этого сериала становится как-то грустненько. Жизнь действительно короткая, и трястись от страха или заставлять трепетать других занятие, на мой взгляд, мало привлекательное. А может, всеми претендентами на трон движет одно желание благое — сделать государство сильным, а народ счастливым? А девушка просыпается в наше время после падения в озеро, она долго не приходила в себя. Сон ли это был и как она попала в эпоху Корё, это уж совсем не важно. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал.